Доброе утро. Хотя какое это доброе утро без кофе? Ну, вот что ты делаешь? Что, тебе не стыдно даже? Надо было выполнять свой челлендж. Сейчас Ира допивает свой кофе, а мы допиваем свою водичку и идем на улицу, будем снимать наш новый ролик, наш праздничный 8-мартовский ролик. Это они так типа ролик снимают. Давай то же самое, надо уже это. Ладно, все, Любу отправляем. Я сказала, не хочу никуда отправляться. Вы видите улей? А он там есть. Да. Джей, ты видишь улей? Ты занят, да, малыш? Да, сказал, нюхать надо. Купаться пойдешь? Джей, стой! Стой, малыш! Стой! Джей, стой! Стой! Купаться тоже. Джей, ко мне, малыш! Давай ко мне плыви с лодки, да ты мой мальчик, молодец! Отлично! Да, супер пес! Да, сладкий, плыви! Че, кушать будем? Ты что, играешь шахматы, шашки? На компьютере? А чё? Ой, это прекрасная, интересная игра. На улице становится все теплее, это значит, что совсем скоро мы поедем, наверное, купаться на сапах, будем нырять и снимать всякую красоту под водой. И мы с Димой задумали сделать одну вещь. Систему подводного дыхания, называемую ЖИКа. Сделать будем ее, конечно, из говна и палок. Итак, нам понадобится шланг, часть трубки, вот это вот октопус так называемый. Это не конкретно не октопус, но просто вот дыхательная часть трубки. В ней уже есть один обратный клапан. Еще нам понадобится второй обратный клапан. И самое главное, нам понадобится компрессор. Потому что на такой большой глубине человек не может самостоятельно вдыхать воздух с поверхности. Нужно искусственно его нагнетать. Поэтому мы вот такой компрессор заказали из России. Он работает от батареек. Сейчас зарядим его. И попробуем все это испытать. Ты готов стать либо ихтиандром, либо получить баротравму? Баротравмный готов. Отрезаем и вставим сюда обратный клапан. И не сходишь в оков, не купишь переходников, потому что все в локдауне, все закрыто. Справляемся тем, что есть. Поэтому я говорю, из говна и палок. А так как здесь держится все на соплях, надо все это заизолировать армированным скотчем. Как говорит Дуэйн Скала Джонсон, если проблему нельзя решить скотчем, вы просто взяли мало скотча. Да, Димон? Ну типа. Не очень бы хотелось, чтобы Дима утонул. Мне тоже. Выглядит, конечно, колхозно. Будем надеяться, что работает, да, Димон? Ну а куда денется? Либо план, либо пропал. Все, пошли нырять. На улице сейчас порядка плюс 20 градусов, ну чуть поменьше. А вот вода прохладная, всего 13. Ну Дима уже привык, он почти всю зиму ныряет. Дима, а теперь, пожалуйста, на камеру громко и четко скажи, что ты на это пошел добровольно. Это добровольно. Несколько слов об эффективности мер. Ну, я думаю, не только в Черногории, а везде. И смотрите, вот здесь злой коронавирус, вот здесь добрый. Ты сюда не ходи, ты сюда ходи. Сейчас Дима одевается и будет нырять. Напоминаю, вода плюс 13 градусов. Давай. Не работает? Похоже, у компрессора недостаточно мощности, не продувает. Сейчас попробуем убрать обратный клапан. Может быть, без него мощности хватит. Что, снова неудача? А, не работает. Не хватает, значит, давления. Нужен большой компрессор. У нас такого нет. Да.
Ну, а конструкция с большим компрессором, это уже нам не очень интересно, потому что хотелось что-то мобильное получить, какую-то мобильную систему. Но, видимо, не судьба. Обидно. Обидно. Нерабочая схема. Так что можете не повторять наши ошибки. И покупать акваланг. Да, покупайте что-нибудь посерьезнее. Не покупайте вот такие вот дешевые аккумуляторные компрессоры. Что, напоследочек? Да. Ох, финальный прыжочек. А классно так терять отсюда. Я была больше этой вот штуки. Очки хорошо держат. Прям лучше маски. Смотрите, какая красивая у нас уже клубника. А еще только 1 марта. И роллы какие красивые. Никогда бы не подумал, что буду в Черногории есть роллы. Но так как мы теперь на карантине, мы теперь рестораны, которые в службе доставки есть, по очереди проверяем, пробуем. И вот добрались до суши. Да, Димон, смертельный номер. Фу, выглядит мерзко. Даже как кататься на велосипеде. Что вообще любкаю, да, как бы это разнообразие какое-то. Конечно. То плескается чевапчича. Вкусно, но вот хочется, как, знаешь, Я когда еще пытаюсь это, фуагра, а потом хочется вот картошки с селедочкой. Лучшая жизнь. И корм. Это что, икра? 3 штучки? Штучки. Смешно. Я вам покажу скоро, как надо есть настоящую икру. Я уже говорил, по-моему, это. В связи с тем, что из-за коронавирусных ограничений мы не можем выехать из нашей общины, из общины Будва, а новых впечатлений хочется, путешествовать хочется, чего-нибудь интересненького хочется, сегодня мы поедем в город Петровац, который находится в нашей общине, куда мы можем поехать. Говорят, там очень интересно. Делаешь. Дин, хочешь в Петровац? Так, Кузудзе, мы его не забыли. Не Хорошо, забыли, да. хочу. Пошли, поехали в Петровац. Поехали. Что, малыш? Ты готов? Уже давно надоело сдать. Поехали. Ну тогда в путь. Вообще, конечно, многие меры, которые сейчас озвучило черногорское правительство, очень странные, очень спорные, на мое личное мнение. Но мы здесь гости, поэтому мне кажется, что мы должны всем этим правилам следовать. Правильно? Ага, и поэтому поехали погулять по пляжу. Мы поехали в рамках действующих правил. Городок небольшой, да? Все, поставили машину на какую-то импровизированную стоянку и идем в город. Город маленький, здесь всего 1500 человек живет, но он славится несколькими вещами. Во-первых, своими чистейшими пляжами. Во-вторых, своими вкуснейшими гирами. Ира, в чем еще третьих? Отсутствием ветра и оливковыми и сосновыми рощами. Да, но только ветер есть. Не верьте всему тому, что пишут в интернете. Да, в интернете пишут, что здесь в Петроваце никогда не бывает ветра. Но наглая ложь, ветер бывает. И вот прямо сейчас ветер. Ну, красотенюшка, да? Надо брать. Что, Ира, говоришь, что цветет? Миндаль или абрикос? Я так далеко не вижу. Вот это ближайший. Вообще, не так сильно, конечно, все отличается от той же самой Будвы, но считается, что Петровац такой менее тусовочный курорт. Он больше для пенсионеров, для людей с детьми подходит. Более спокойный. Бегом, бегом, сказать, бегом, 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 бегом. Весь город окружен оливковыми рощами. Тут почти все в оливках вообще. Оливки, оливки, кругом оливки, оливки. И вот мы уже подходим к морю. Мы же никогда не видели моря. Смотрите, песок другого цвета совсем. Он чуть-чуть похож на тот, что на цвете Стефани. Но не такой, конечно, розовый. Так, ну давайте посмотрим воду. Ну, вода очень прозрачная. Прям супер-супер прозрачная. Дин,
Дим, ты что, искупаться хочешь? Ну, что-то не мешало бы. Давай чуть попозже тогда, хорошо? Прям так хочешь купаться? Вижу уже потенциальные цели для полетов на дроне. Во-первых, снять весь город. Во-вторых, вот там на скале находится какая-то церковь. Вот на этом острове церковь какая-то. Ну и вот эту крепость хотелось бы тоже снять. Думаю, будет прикольно. Местные жители на улице маски не носят, поэтому последуем их примеру. Подышим чистым вкусным морским воздухом. Очень вкусно, да? Похоже, самые вкусные в мире гиры мы тоже не попробуем, потому что все закрыто. Пляж, конечно, гораздо более ухоженный, чем в Будве и в Бечиче, но он гораздо меньше, видимо, проще и быстрее его убрать. Мусора нет вообще. Вообще ответственность за Петровец была Люба. Люба, И кто провалил миссию? почему ты провалила миссию? Чем ты была занята? Я не надеялась, что мы сюда приедем. В общем, идем на эту венецианскую крепость. Бедные рестораторы, я думаю, многие из них уже не откроются после второго локдауна. Офигеть, какая вода прозрачная. Посмотрите, сколько морских ежей. Ну, крепость, конечно же, тоже закрыта. Внутрь нам не попасть. Наверное, камера не передает, но такое ощущение вообще, что лодки парят просто в воздухе. Хочу нырять. Вода классная. Но тут не забраться нигде, придется оплывать весь пирс, поэтому не поныряю. Ну да. Здесь очень удачное место, чтобы полетать. Видите, какая посадочная взлетная площадка. По поводу ветра, кстати, безбожная ложь. Вот сейчас с моря ветер дует, так что не верьте всему, что пишут в интернете. Верьте только нашим влогам. Здесь говорят правду. Сейчас распаковываем наш дрон. Ну, вроде красивенько получилось. Я вообще недавно задумался, что если бы у нас не было YouTube канала, да, то чем бы я занимался? Я думаю, что, скорее всего, я был бы пилотом дрона. Нравится мне это дело. Конечно, я очень мало практикуюсь, и получается у меня не так хорошо, как хотелось бы. Но если бы не YouTube, то я бы, наверное, вот, у меня был бы хороший дрон, снимал бы и продавал видео на стоках, на фотостоках. Видео и фото, да. Наверное, я бы этим занимался. А вот нашли лазейку, как подняться на башню. Ира, ты сегодня прям поисковик лазеек, да? Почти как настоящий археолог. Да. Смотрите, какая вода зеленая, красивая. Если бы работало вот это кафе, мы бы сейчас здесь засели. И, наверное, и все, и больше бы никуда не пошли. И сколько рыб, посмотрите. Вон. Кайф. В общем, это монумент, памятник павшим во время Второй мировой войны. У них это называлось по-другому. Павшим в народно-освободительной борьбе и социалистической революции. 41-45. Вода просто прелесть какая-то. А сейчас мы пойдем по оздоровительной тропе. Говорят, что кто прошел ее, тот чувствует себя отдохнувшим и поздоровевшим. Диме она очень нужна. Чувствую себя таким оздоровевшим. Да ты чё, уже? Да, уже. Это какая-то магия. Только начало. А, бегом, бегом, бегом. Ноги болят? Нет уже. Давай, давай, Дима, оздоравливайся. Страховки-то у нас нет.
Я же вам рассказывал, что Дима фанат аниме. В смысле? Вообще, ты скажи, меня надо фотографировать, если не в курсе. Классно, здесь так пахнет соснами, такой приятный запах. Это вдвойне приятно, потому что мы еще чувствуем запахи. Как в Новосибирске. Смотрите, это местные обитатели. Вообще, если не нужен город, шум города, то тут очень круто. Спокойно, тихо, такой прям палок. Да. Не, ну, запах просто кайф, особенно под каким-то деревом проходишь. И вообще такой он мощный. Кайф. И вот здесь на прогулочной тропе действительно уже нет ветра. Ну, ничего не удивительного, мы по сути в лесу идем. Третье марта, а у нас уже месяц как весна идет. Димон, Да, если что, мы знаем, что Люба будет жить в твоей квартире. я тоже знаю. Я откажусь. Ты сама в это веришь? Конечно, нет. Вероятно, секрет чистой воды в Петровице именно то, что здесь открытое Адриатическое море уже, а не залив, как в Будве. Походу, не надо всех вещей надо. Ну что там, Димон? Лестница в никуда. Бывает. Лестница в камень. Ненавижу туннели. Ира предлагает разделиться. Вообще в интернете написано, что тоннель освещенный. В принципе, они не врали. Вот одна лампочка на весь тоннель. Ну что, делимся? Наскальная живопись? А у вас тоже в туннелях кружится голова? Нет. А у меня да. Да? Ага. Во всех? Ну вот в этом кружится. Это красиво. Это я понял. Вот он мой свет в конце тоннеля. И опять тоннель. Вообще есть такое ощущение, что мы скоро дойдем до Будвы. О, нифига, тут будет гостинка крутая. Что это вообще за хрень? Пишите в комментариях, что это за штуки такие, для чего они нужны, что здесь строить собирались. Какие-то противотанковые ежи, только из бетона. А, все, мы поняли. Вот, смотрите, из них сделан этот пол. Видимо, из них собирают набережную. Круто. Ого. Тебя только как Сэм Apple подпускать нельзя. Мне все равно яблоко надкусано. Очень вкусно. Сейчас бы еще гиру найти. Динусь, поехали домой уже. А, ладно, сидим дальше. А кто тебя здесь нарисовал, Димон? Это я нарисовал себя сам. Автопортрет? Да. Вау. Все, прошли все тоннели. Свобода. Пацаны, вы не устали? Нормально? Смотрите, здесь хорошо видно корневую систему дерева, как она пробирается сквозь вот эти камни. Вообще кайф. Вот это тяга к жизни. Набережная, конечно, здесь тоже очень крутая. Где же гиры? Гирос закрыто. Дима, что ты испытываешь по этому поводу? Боль и страдания. Да, я тоже. Гирос закрыто. Вы же понимаете, что если мы сейчас не найдем гирос, то это будет гештальт на всю жизнь. День сказала, что? В общем, еще один гештальт в моей жизни. Плюс к тому, что я не стал долларовым миллионером к 30. Не попробовал гирос в Петровице. Прогулка по Петровицу у нас заняла где-то часа 3. Так что всячески рекомендую, особенно
если будут открыты гиры. Ну, пишите в комментариях, если кто-то пробовал, вкусные они или нет. Мы-то их уже не попробуем. Пес. Пойдем еще погуляем. Лапы устали. Джей, все хорошо. Смотрите, вот это Святый Стефан, Святой Николай, Будва. Кстати, не забудьте посмотреть вот по ссылочке вверху экрана сейчас наш прошлый влог, где мы с Ирой ходили на Святый Стефан пешком. Блин, как страшно. Да, тут легко получить one-way ticket вот с этого места. Вот это вы хорошо устроились. Можем себе позволить. Кстати, кто не понял, вот это вот Дин, это Джей. Просто Джей ближе сидит, поэтому смотрится больше. Так, итак, смотрите, это карта. То есть вот он, старый город Будвы. Вот здесь на Баретте живем мы. Сейчас мы находимся вот здесь, на смотровой площадке Святый Стефан. А ездили сегодня вот сюда, в Петровец. Кайфовая карта. Ну да, лавка такая. Чисто почилить. Жаль, что сегодня такая дымка, а то полетал бы здесь с дроном. Можно было что-нибудь прикольное снять. Когда уже на дереве Игдрасиль появятся зеленые листья. И придет новый король. Вкусненько. Я не разговариваю с моими Очень вкусно. Мы празднуем традиционный праздник Масленица. Этот праздник длится целую неделю, и всю неделю мы должны есть блины. Вы даже не представляю, как мы с этим справимся. Даже не представляю, это очень сложно. Хорошо, что мы перед этим целый месяц сидели на диете. Но очень жаль, что кофе до сих пор пьет только Ира. Джей, скажи, это моя первая масленица, но я смотрел ролики Дина про масленицы, и можете посмотреть их по ссылке вот в описании. Или вот по всплывашке вверху экрана. Вот здесь у нас обычные блинчики, вот здесь фаршированные творогом. Еще у нас часто их едят сметаной, со сметаной. Но я очень люблю блины еще с кленовым сиропом, с нутеллой или со сгущенкой. Жалко, что здесь только нутелла из всего вышеперечисленного продается, но мы ее не покупаем, потому что мы все еще надеемся скинуть килограммов. Вам не тесно? На кровати-то одному. Оставьте, оставьте. Здравствуйте. Как у вас и дела? У нас все еще закрыты все рестораны, все закрыто, а душе-то хочется праздника, а хочется чего-нибудь. Поэтому сегодня мы заказали еду из грузинского ресторана. Конечно, пандемия очень сильно прокачала Черногорию в плане доставки, потому что в том году ничего не было, в этом году уже появились какие-то сайты, какие-то сервисы, но все равно они, конечно, даже близко с Россией и не стоят, потому что у нас очень много крутых сервисов по доставке еды в мобильных приложениях, очень удобно все работает. Здесь, конечно, пока не так. Да, Джей, спасибо. Спасибо. Очень хороший дубль получился. Очень хороший дубль, да, Джей. Обожаю хинкали. Давайте под хинками. Очень вкусно. Дим, Не, хочу. ну чё, как? Что-то новенькое. На завтра будет что оставить. Че, Люба, что самое вкусное было из всего? Аджаб и хачапури. В общем, все очень вкусно, и так получилось все на контрасте, потому что черногорская еда, конечно, уже приелась, и это прям было кайф. Ну, за вас. А вот вино черногорское что-то не приедается. Странно.